Оксалатные камни в почках появляются по разным причинам. Одна из них – это продукты питания, в которых щавелевая кислота содержится в больших количествах. В интернет пишут, что это щавель, ревень, клубника, сельдерей, шпинат, редиска, красная смородина, шоколад, какао и так далее. Но согласитесь, просто отказаться от всего этого неправильно, потому что там есть полезные для нас вещества. Мы пошли другим путем. Мы собрали в список продукты, которые содержат больше всего щавелевой кислоты. Смотря на каждый продукт в списке и сколько в нем содержится этой кислоты, можно увидеть реальную картину. Назову топ-5 продуктов, употреблять которые нужно умеренно. Остальные продукты вы можете посмотреть сами, список на экране. Здесь щавелевая кислота указана в миллиграммах в 100 граммах продукта. Чтобы понимать, как много это или мало, ориентироваться будем на допустимую суточную норму щавелевой кислоты для взрослого человека. Суточная норма потребления щавелевой кислоты составляет 20-30 мг в сутки. Предельный уровень 50 мг. А теперь запомните или запишите топ-5 продуктов. Ревень содержит 860 мг щавелевой кислоты. Щавель 800 мг. Шпинат 750. Спаржа 640. Какао-порошок 625 и далее по списку. Возникает вопрос, стоит или не стоит отказываться от первых 10 продуктов в списке, чтобы не превысить норму. Давайте разберемся. Оксалаты в моче у здорового человека всегда присутствуют, но в небольших количествах. Оксалаты практически в полном объеме выводятся через почки до 85-95%. Но когда их общее количество превышает норму, в урине обнаруживаются кристаллизованные соли. Особенно часто оксалаты обнаруживаются в моче при употреблении продуктов, в которых находится большое количество солей щавелевой кислоты. Разумеется, есть и другие причины появления оксалатов. Это избыточное потребление витамина С, недостаточное количество витамина В6, такие болезни, как пиелонефрит, сахарный диабет, язвенный колит, болезнь Крона. Кстати, в кишечнике также образуется небольшое количество этого вещества при переработке углеводов кишечными бактериями. Нервное возбуждение и перенапряжение стимулируют выработку щавелевой кислоты. Так что спокойствие нам точно пойдет в пользу. Стоит добавить, что у каждого человека организм по-разному реагирует на щавелевую кислоту. Также есть данные ученых, что из продуктов усваивается только 15% щавелевой кислоты. Мы не можем это подтвердить или опровергнуть, так как источник неизвестен. Подводя итог, можно сказать следующее. Если вы полностью здоровы, то, по нашему мнению, сильно переживать относительно щавелевой кислоты не стоит. Все, что нужно, усвоится, а лишнее выведется. Но если вы больны такими болезнями, как пиелонефрит, сахарный диабет, язвенный колит, болезнь Крона, то вам нужно употреблять продукты, содержащие щавелевую кислоту, осторожно, не превышая суточной нормы. Наш список как раз вам и будет в помощь. Предвижу вопрос. Как узнать, рискуете ли вы вырастить оксалатные камни в почках или нет? Могу ответить следующее. Если вы хотите точно удостовериться, не превышаете ли вы лимит употребления продуктов, в которых содержится данная кислота, и как справляются с оксалатами ваши почки, просто сдайте мочу на анализ. Норма щавелевой кислоты, оксалата, в суточной моче должна быть в пределах 20-50 мг в сутки. Это самая точная диагностика. Будьте здоровы, не болейте.
Если будут вопросы по теме, пишите в комментариях, я отвечу.